поливаете, я так понимаю, да? Все поливает. Все газоны, даже в дождь. Вот вчера шел дождь, они поливали. Сегодня утром, вчера был дождь, сегодня утром они что-то поливали. Мы расписали. And he just on weekends they fly him around. It's just a guy that owns some old planes. Это просто летает. Человек держит самолет, имеет и осуществляет, катает людей. Здесь осуществляется... Здесь полив проводят по бороздам. Вот водовыпуски. Видны. С этой стороны всего. So it's From the air, but from where did it come, the camera? we don't know. I mean there's so much of it being sprayed, it's hard to tell where it came from. Это его поле сои. Оно не наутило, но обрабатывается, потому что они постоянно должны очищать эти рядки для полива. И борозды для полива. И вот эта соя, она сейчас угнетенная, потому что откуда-то из воздуха где-то опрыскивали, прилетела дикамба и подавила сою. Здесь она должна быть у него выше. Здесь живет сосед, фермер, сосед Райана. Орошаемые поля. Some holes, yes, exactly. I didn't remember to bring the shovel. So Был лопатой, да. this is some of our newer technology on the pivots. These are called low drift nozzles. Это новая технология у них на поливе. Это форсунки, распылители малого сноса. So they put out a pattern that goes out like this, and I'll turn it on here in a little bit, but the pattern is low to the ground. The old traditional pivots, the water would be coming up at the top. Раньше вода распределялась сверху, а теперь опустили вниз, и оно вот так вот равномерно распределяет его возле земли. So we get them low to the ground to control evaporation, and even when it's really windy outside, we're getting a bulk of the water to the soil instead of evaporating in the air. И они опустили его ниже, чтобы снизить испарение. И даже когда ветер сильный дует, мы все равно всю влагу опускаем на землю. Because as you know, it doesn't matter on soybeans, but when you're in corn, it needs some weight to help drag its way through the corn stalks. На сое это не важно, но в кукурузе нужен вес, чтобы оно не болталось. So in these pivots, this one happens to be electric. It's controlled by electricity. Эта машина, она приводится в движение электричеством. А вода откуда? Это генератор там стоит, да? Do you get your electricity from the chain or you have your generator? It's provided by the electric company through the lines. Через линию, да. Это электрическая компания. Про воду уже сказал, да? Вода у них скважинная. У них много воды под землей. Разрешение не использованы и поливают. So I can control it. Включить его с помощью своего телефона. So it's will now spray. You should go. Это он с телефона. We got a little on. Вот она пошла. А, вот она поехала. It'll take a while for the water to Райан get с here, but телефона yeah, we'll включил, have to move. привел в действие. Вам бы отойти немножко.
Сейчас скоро вода пройдет, но надо подождать. So with these new pivots, I have the ability to watch, know when they shut off or break down. I can change the amount they put on. I can reverse it, forward and reverse. I can do all that from my phone. То есть с помощью телефона он теперь полностью может контролировать весь процесс полива. То есть в какую сторону он движется, когда начинает, когда заканчивает, сколько воды выливает. И с помощью телефона он ее и вперед, и назад двигает. Здесь его нет, машина работает автономно, да? Да, если даже что-то выйдет из строя, он сразу получит информацию на телефон, что что-то не работает. Это первый раз я вижу, чтобы дождевальная машина управлялась с телефона. Это что зимой принято? Под 70 центнеров гектара. I forgot to bring the shovel. А до того была кукуруза. But you can see, compared to the field we went and looked at this morning, this is a lot sandier soil. Он не взял лопату, но видно, что это более песчаная почва. So I meant to bring the shovel, but I forgot. А то самое утром, смотри, там больше глинистая. It's more light. Yes. Yes. So we can lower rainfall. Здесь по-другому поливает, меньшее количество воды, но чаще. These nozzles keep the water on the crop instead of blowing away. Вода приближается. Там. Сегодня не очень ветрено, но видите, что эти распылители, они воду держат здесь в растениях и не дают ветру унести. Вот вода дошла до начинать. Вот 8 дюйма воды выливается на вот такие распылители. Машина пришла в движение для того, чтобы выливать воду. Есть все за все электричество, за насос, и только на 100 тысяч стоит сама установка и 30 тысяч насосное оборудование. This pivot is 2 years old. Эксплуатация. Срок эксплуатации этой машины больше 30 This лет. one is only 2 years old, but it should last 20 to 25 years. А 20-25 лет должно хватить. Этой машине 2 года всего. This particular one here is a 35-foot well. 35 футов глубина. Важит 5 We're футов. very close to water right here. Очень близко вода Глубина залегает 35 и футов. большой объем. У них проблем с орошением нет. Some of our wells are 75 to 100 feet, but the ones right around the farm here are very shallow. Некоторые скважины от 75 до 100 футов глубиной, но вот здесь, которые в районе фермы, они очень неглубокие. А качество воды? What is the quality of water? It's That's the problem. very clean? No. Our weed is, our water is very high in salts. С водой проблема, вода очень соленая. So we really have to watch out. The soybeans that we plant have to be salt tolerant varieties because of the irrigation water. Поэтому сою, которую мы выращиваем, должна быть толерантна, устойчива к засолению. So if you have a really hot, dry summer where you're irrigating a lot, the soybeans will actually be hurt by the irrigation. Поэтому в засушливый год, когда приходится много поливать, соя повреждается. Соя повреждается большим количеством соли. So we get enough natural rainfall to flush the salts through the soil. Да, почва засоляется, но, во-первых,
монохромные культуры чуть-чуть забирают соль на себя. Во-вторых, у нас много дождей, осадков выпадает, и они промывают соль там вниз. But on a really hot, dry year where you're irrigating a bunch, it is a very big problem. Но в засушливый год, когда приходится много орошать, это большая проблема. Они проводят инокуляцию каждый год, но он не помнит, с чем именно, какой там штамм бактерий. Is it mix of bacterium? Yes. Mix. Yes. You- But I don't remember which ones. Do you put the chemical fungicide, insecticides in this? No, these seeds Just had bacteria. inoculated, but they had no fungicide, no insecticide or fungicide on them. То есть они только проводят бактериальную инокуляцию, но не используют химических протравителей на соль. It's so cheap, we just put it on every year. But we're probably to the point where we probably don't even need to be doing it anymore, but we still are. Мы каждый год проводим инокуляцию, потому что это очень дешево, и мы как бы не заморачиваемся. Но, скорее всего, что наши почвы достаточно, наши почвы более здоровые уже за столько лет, и можно даже этого не делать. Чуть-чуть по-другому скажу. Через сколько лет соя возвращается сюда? In how many years you bring your soybeans on this field? How many years have soybeans been grown on this field? How often? Rotation. Oh, a rotation. After in 2 years? Or 3 years? It'll be 3 years from now. This will be back in soybeans. So it'll Через be 3 года соя здесь будет обратно. yeah. Заражая семена, они остаются в почве, и таким образом не Соя. обязательно перед- One crop off, one crop on. Most of the time we're blessed with enough moisture to make that work. Yep. And you hit next, and then hit the blue save button. Очень длинная, и чем она хороша, она бороздам, Сейчас Райан выключит дождевальную установку своего телефона. Все. Легким движением, даже не руки, а пальца. Полив прекращен. Нанял компанию, они закопали вот трубы, установили все оборудование, электрику протянули, и он вот получил уже готовую дождевальную машину. трубы? А вот про эти трубы ты спрашивал? Это старые трубы, это была такая же оросительная система, как там, были здесь борозды, это очень старая. То есть она сейчас не пользуется. Oh, this is older than I am. I'd say 30 or 40 years old. Это вот 30-40 лет этой трубе. А кто следит за работой дождевальной машины? We have enough of these that I've gotten pretty good at fixing them. It has to be something fairly major. Most things I can fix myself, but there is a company that can come out and work on them also. But 75% of the time I can fix it myself. В общем, если что-то ломается, есть человек, у него специально обученный на ферме, кто это делает.
это Райан. Он лично все 75% поломок устраняет сам, потому что у него много этих дождевалок, и он чинит их сам. Но если уже что-то крупная поломка случается, то он вызывает сервис, они приезжают и налаживают. It's much cheaper if I can fix it myself, so I stock quite a few parts of the things that normally go wrong, but we just keep them at the farm. Труба идет по земле. Очень дорого обслуживание стоит, намного дешевее, если он их починит сам. Поэтому у него какие-то запасные части есть на ферме, и это дешевле ему самому За 40 заменить. лет просто он уже знает, что ломается и держит эту задницу. Да, но удивительно, что он всю работу как бы сам делает. И Как он успевает все это? how do you have time for everything? So some days we don't sleep much. Некоторые дни вообще практически не спит. Our workloads usually end up in segments where things are really great. Right now we're fairly slow. During wheat harvest and planting, I'm also doing the irrigation. So I actually am fertigating nitrogen through the corn pivots, and I usually start doing that at 4:30 in the morning. And then we harvest wheat until 12 or 1 o'clock. So normally during wheat harvest, I get maybe 3 hours of sleep a night. В общем, вот сейчас у него идет как бы медленный период в работах, более свободный, когда он сильно не занят. Но бывают очень интенсивные периоды, когда идет уборка или посев, и в этот же момент ему приходится поливать. То есть это не просто включил воду как бы на телефоне, ему надо ему принести удобрения сюда, все подключить, все настроить. Он в 6:30 уже подключает удобрения, запускает орошение, и потом начинает, как только погода дает, сразу уборку. И бывает до 12, до часу ночи убирает, и где-то в сутки 3 часа бывает, если поспит, то хорошо. But it's usually only a short period of time, 2 to 3 weeks. But I'm usually fairly grumpy during that time period. Ну, обычно это 2-3 недели вот такого напряга, а потом более расслабленно, Как у нас который говорят, размерен. отпускает. You got relaxed. So, but yeah, most of the time, you know, when we have everything planted like now, things are pretty laid back. I'm able to go on this bus trip because everything can be handled by 1 or 2 people while I'm gone. Пока все засеяно, у меня достаточно времени, и хватает 1-2 человека на ферме, чтобы справиться со всеми вопросами. И у меня есть время поехать в автобусный тур, как сейчас. So our workload goes in spurts, and it's not all year long. Слушай, он только, получается, нанимает на работу вот именно, как сказать... Сезонно. Не круглый год они работают тогда, что ли? Years. Вот они работают постоянно втроем. Его партнер и 1 работник они нанимают. Это постоянно. На сезонные работы они нанимают пару водителей. 3 drivers. 4 drivers. 3. 3 drivers. Yeah. During harvest, yeah. And maybe some other people. Гектаров. How many people do you need to harvest? To harvest and plant cover crops. Oh well, when And plant. we're harvesting wheat and planting, we need 1, 2, 3, 4, 5. Когда они убирают пшеницу и тут же сеют сою, им надо 5 человек. Включая. It's with you? То есть он убирает, его рабочий, который на постоянной основе работает, сеет. Потом партнер перевозит бункером-накопителям с поля зерно, перегружает в траке. Или дети. Иногда ему дети помогают в этом. И водителей нанимают дополнительно. То есть you Отвозить hire зерно. 2 drivers. And sometimes you hire загружать сеяло one кто? Yeah. or Yes, for the irrigated wheat, which is only going to be 2 or 3 or 4 days, we hire a couple more trucks. They come with trucks and drivers together. У него 2 грузовика, нанимает 2 водителя на это. Но когда переходит на орошаемые земли, урожайность выше, поэтому зерна больше, нанимают дополнительно 2 грузовика уже с водителями. То есть привлекает 2 дополнительных. 4 грузовика вывозят. We grow seed production wheat, so some of these fields are being grown for seed to be sold next year. So we are contracted by seed companies to grow wheat for them. То есть какую-то часть пшеницы они выращивают на семена, заключают контракты с семенными компаниями, производителями, чтобы у себя выращивают семена на продажу для этих компаний. Their soybeans. Or you can put here cover crops after wheat. Yes. Or you can.
среднее значение урожайности на орошении вот по этому району это 180-200. В этом году хорошие поля ему дадут, он так думает, 240 бушелей сад. And we should do that with probably at least 30 to 40% less water and 15% less fertilizer than what everyone else is doing. И они получат этот более высокий урожай, используя 30% на 30% меньше воды поливной и на 15% меньше удобрений. We use a lot less irrigation water in the no-till than the conventional. При наутиле используют намного, на треть меньше поливной воды, чем при традиционной технологии. Real profitable. При таких ценах на зерно ничего особо не прибыльно. But I don't have access to my neighbors' profits, but I think for the most part, we are growing more with less inputs than they are, so which in turn should make us more profitable. Говорит, что у него по сравнению, вот, допустим, с соседями, он не обладает информацией, какие у них затраты и какая у них себестоимость. Но он думает так, что это все равно дешевле в любом случае, чем при традиционной обработке. Or trying to figure out which order: chemical, fertilizer, and machinery. Самые три статьи большие нашего расхода это, во-первых, химия, во-вторых, удобрение и в-третьих это оборудование, техника. And fertilizer we use less and less of. It used to be our number one expense, but it goes down all the time. But the chemical, with the resistant weeds, our chemical expenses are really going up. Раньше у нас удобрения были самой большой затратной частью, но теперь при наутиле мы снижаем количество удобрений ввиду покровных культур, за счет покровных культур. Но за счет того, что сорняки приобретают резистентность к гербицидам, приходится повышать норму внесения гербицидов, и теперь именно химия – это основные затраты наши. And seed is also a major expense. И также семена – это большой расход. Здесь живет партнер Райана Спира. Тоже очень красивая усадьба. Газончик. Тоже очень красиво, все оформлено. Вот такая дорога. Здесь проходит Просто невысокая вегетативная масса, небольшая. Но початок довольно крупный, такой выполненный. Видимо, это гибриды. Наверное, Главное у них не масса, а початок. не вегетативная масса, а масса зерна.